Привет, друг! Ты на канале Март, меня зовут Ваня. Сегодня разберем новую 738 алебарду, которая может принести тебе очень и очень много ММР. Видео создано на 738B патче. Спустя время алебарду ослабят, ибо она слишком сильна, но ряд моментов из видео точно останется актуальным. Посмотрим страницу коллапса, самого популярного хардера в нашем регионе. Алебарда практически в каждой игре, даже на тройке в войде. Так что же изменилось? Во-первых, изменился рецепт алебарды. Во-вторых, она теперь развеиваемая. Ну и в-третьих, она стоит всего 25 маны. Цена предмета всего 2600 золота. Ценовая категория сабли, диффузов, вичблейда или еулов, но с совершенно другой функцией. Так что же мы получаем за эти деньги? 275 здоровья, 6 восстановления здоровья, плюс 5 ко всем атрибутам, пассивку, которая использует значение на 20% выше, чем у Венгарда, 60 или 30 блока в зависимости от типа атаки владельца, и активку, которая накладывает на противника бессилие на 3 или 4 секунды в зависимости от типа атаки жертвы. Первое, что хочется сказать, Венгард не стал сильнее. Он дает ровно те же статы за ту же стоимость, что и в 7.37 патче, где днем с огнем не сыскать было этот предмет. Но есть огромная разница. Если ВГ месяцем ранее это предмет, который покупается на себя, то теперь ВГ и 900 золота сверху дадут отличный командный артефакт. И напоминаю, активка стоит всего 25 маны, а предмет дает 5 интеллекта, что превращается в 60 манапула и 0,25 мана регена. Впервые в истории алебарда дает ману, а не требует ее. Есть ряд героев, которые могут позволить себе Венгард первым слотом. Например, Doom и Дарксир. Эти герои играют в оверфарм и очень не любят уходить со своей линии. ВГ позволяет им прожить достаточно долго, если их атакуют. А еще этих персонажей объединяет низкий реген ХП. Иногда хочется покупать не то, что эффективно, а то, что комфортно. А ВГ и алебарда дают ХП реген достаточный, чтобы игра была комфортной вплоть до поздней стадии. И при этом предмет остается эффективным. Для Дума, помимо прочего, это отличная возможность сбить линку без анимации каста. Выбор между комфортом и эффективностью не такой сложный, как тот, что я предложу. Забрать бесплатно имморталку за 100 рублей или же улучшить ее в более дорогой предмет, но с риском потерять халявную шмотку. В закрепе будет ссылка на эпиков, где в новом весеннем ивенте ты будешь стоять перед этим выбором хоть каждый день. Каждый день бесплатный предмет, который ты можешь сразу забрать, или же его улучшение. Уникальная временная акция. Советую прямо сейчас поставить видео на паузу, перейти по ссылке и забрать сегодняшний подарок от Epic Loot. Epic Loot – халявные арканы каждому. Если предмет для арсенала ты уже забрал, то возвращаемся к предметам для инвентаря. Про Пуджа я подробно рассказывал в одном из прошлых видео, но напомню. Сначала работает блок урона от ВГ, потом работают резисты, и только потом работает блок от третьего скилла. Пудж с алебардой просто неуязвим для райт-кликеров в ранней стадии. Также этот предмет отлично работает на Баре, Сталкере, Новометовом войде тройке, Андайнге, Валоре, Лорде, Кунке. Список можно продолжать, но особенно выделяются здесь Кентавр и Огр. Кент с белым аспектом может играть совсем без ботинка, а алебарда на таких условиях появится очень рано. И Огр, вне зависимости от выбора аспекта, получает возможность играть в авангарде, а на бессилие срабатывает мультикаст. Но причина, по которой я делаю отдельное видео про этот предмет, в том, что и Венгард, и алебарда разбираются. И опций здесь бесконечно много. Например, можно в любой момент собрать Кримсон, или же можно разобрать ВГ на, например, Бладстоун, Актаин, Лотус, Линку, Диск, Шрауд, Вессел или Атос. Применения, которые уже выигрывали мне игры. Андерлорд после алебарды и пайпа разбирает Венгард на Атос, а из кольца делает Лотус Орб. Кентавр разбирает алебарду на Кримсон, а из короны делает себе Вейл для будущей Шивы. Ну а самое главное, Doom разбирает алебарду на любую из интересующих шмоток, а осколки этого предмета продает за 90% стоимости. Комбинаций очень и очень много.
Предлагаю зайти в комментарии и поделиться своим опытом игры с алебардой, если он уже есть, или же вернуться, когда опробуешь этот предмет. Спасибо за просмотр. Отдельное спасибо за лайк и подписку. С тобой был Март. Удачи в игре и в жизни.